Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Ногтям, которые вы сейчас увидите, всего 7 дней. И вы поймете, почему мы будем переделывать их, выполним коррекцию на работу другого мастера, исправим ошибки. Поехали! Ну что ж, посмотрим на ногти, которые нам сегодня предстоит переделать. Да, им всего 7 дней. Конечно, моя модель видела, что что-то с ее ногтями не так во время процесса, но уже смирилась и ушла от мастера с такими ногтями. У этого мастера она была впервые, попросила сделать коррекцию на натуральные ногти. По ее словам, у нее ничего никогда не держится, поэтому она попросила выполнить укрепление. Ногти получились объемными, толстыми на торцах. Мастер хотел выполнить переход амбре, затем понял, что что-то не получилось и перекрыл все блестками, за счет чего ногти получились объемными. Мизинец за день до прихода ко мне моя модель сломала и очень неприятно, больно, нам придется его донарастить. В таком случае необходимо снять полностью покрытие до тонкого слоя базы, чтобы разобраться, какой же материал там лежал, чтобы его убрать и убрать все отслойки. Когда я начала снимать покрытие, у меня возникли сомнения. База это, гель-лак или акригель. То есть я, даже мастер с опытом, не сразу смогла определить. Что самое интересное, у кутикулы было очень тонкое и мягкое покрытие. Вероятно, цвет наносился на тонкий слой базы, поэтому приходилось работать аккуратно. Для таких случаев я очень люблю использовать твердосплавную насадку с зеленой насечкой и, самое главное, с тонким носиком. Он помогает снять гель-лак в зоне кутикулы, при этом ее не травмировав. Поэтому, если вам требуется снять покрытие, которому всего несколько дней, очень рекомендую ее. Видим, что на указательном ногтевая пластина красная, тонкая, перепиленная. Вероятнее всего, было агрессивное снятие. Конечно, в таком случае хуже держится покрытие. Мы придаем форму и шлифуем поверхность при помощи пилки 240 грит. В таком случае берите самый мягкий абразив, чтобы еще сильнее не истончить ногти клиента. На среднем после снятия в правом синусе образовалось нечто. В своем инстаграм я проводила опрос, и многие не могли понять, что это – остатки цвета, птериги или пропил. Если посмотреть поближе, можно увидеть, что это козырьковый пропил. Кстати, на своей страничке в Инстаграм я написала целый пост и причину возникновения такого козырькового пропила. Если вам интересно, обязательно перейдите туда, подпишитесь и на другие социальные сети, потому что и в них также полезная информация. Как же его убрать? Смотрим на глубину пропила. Если она очень глубокая, то оставляем так. Если небольшая, как в моем случае, допускается спилить этот бортик, что я и сделала при помощи пилки. И теперь мы приступаем к зачистке птериги. Для этого использую алмазную насадку пламя с красным абразивом. Так как ногти у модели тонкие, я не могу использовать синюю насечку. Чтобы не образовывались такие пропилы, важно хорошо отодвинуть кутикулу перед выполнением маникюра апельсиновой палочкой или пушером, не приподнимая слои ногтевой пластины, а также идти фрезой под правильным углом, не поднимая ее на носик. И еще один важный момент – раньше времени не спускаться в боковую пазуху, дойти до синуса, его хорошо раскрыть, отодвинуть кожу и проработать. В таком случае у вас не будет пропилов. В любом случае работайте предельно аккуратно. Будьте бдительны и обязательно работайте с упором на мизинец. Правые стороны прорабатываю в положении реверс. В этом же положении приподнимаю юбочку кутикулы. За счет этого мне лучше видно подкутикульный карман, который я могу дополнительно проработать фрезой. В этот момент стоит смотреть на клиента, на его ощущения, ориентируемся по ним, а также смотрим на глубину подкутикульного кармана. Как подсказка для нас это белая луночка. У моей модели средняя по ширине, значит у нее есть небольшой подкутикульный карман. Для среза кутикулы использую алмазную насадку скругленный цилиндр диаметром в 5 мм. Торцевой частью насадки я приподнимаю еще больше кутикулу, а центральной зоной
спиливаю ее. Также выбираю красный абразив, потому что над кутикулой есть красная область, которая говорит о ее чувствительности. Закончили с маникюром. Мы его выполнили полностью перед укреплением, перед восстановлением ногтей. Обезжириваем ногтевую пластину и наносим подготовительные препараты. Дегидратор, так как ногти тонкие и быстро напитываются влагой, а также бескислотный праймер для улучшения сцепки. В данном случае без него не обойтись. Наносите праймер аккуратно, не попадая на кожу. Следующим этапом наносим тонкий слой базы, который будет служить некой подложкой между натуральной ногтевой пластиной и моделирующим материалом. Конечно, при таких ногтях не стоит использовать агрессивные материалы, кислотные базы. При объемном выравнивающем слое они могут спровоцировать ожог ногтевой пластины. Те ногти, которые сломаны, необходимо донарастить. На самом деле работа кажется небольшой, но она довольно-таки объемная. Нужно было снять предыдущий материал, убрать все отслойки, выполнить еще наращивание. Поэтому цена такой услуги будет такая же, как и укрепление ногтей или моделирование. То есть мы закладываем дополнительную стоимость. Обязательно информируем клиента об этом. Для того, чтобы установить форму на мизинец, который сломан несимметрично, мы должны также несимметрично подрезать шаблон. То есть с одной стороны я вырезаю глубже, с другой меньше. Обязательно отмечаем насечки для того, чтобы валики не выталкивали шаблон, и он хорошо обжался под пальцем, и сформировалась небольшая арка, которая позволит лучше носить ногти. Они не будут такими плоскими, как до этого. Кстати говоря, это одна из причин, по которой эти ногти сломались. Ну а также неверный опил ступеньки по точкам роста. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Буду использовать молочный гель средней вязкости от Космопрофи. Мне очень нравится его консистенция, он быстро распределяется, а также идеален для техники бесповерхностного опила. Кстати, на сайте Космопрофи Shop до 15 числа майские скидки. Минус 15% на все товары бренда. Подробнее читайте в описании. Мы, конечно, постараемся ее сделать, но вы сами понимаете, что работа не из простых, поэтому будем с вами колдовать. Думаю, со мной согласитесь, что часто приходят клиенты, у которых сломался ноготь или треснул. В таком случае не обойтись без навыков моделирования и постановки форм. Поэтому так важно ее освоить. В таком случае вы справитесь с легкостью с любыми дефектами ногтевой пластины и сможете их исправить. Например, на указательном ногтевая пластина растет вниз. Нам нужно ее восстановить, приподнять клюющий кончик. Для этого выкладываем большую горку из этого же геля на свободный край, для того, чтобы его приподнять. Сделали подложки и немного их опилим. Для того, чтобы приподнять кончик на указательном, завожу пилку под ногтевую пластину лежа, спиливается толщина, за счет этого ноготь будет приподнят. Это не занимает много времени, но я уверена, клиент оценит ваши старания, он готов за это платить. Другие подложки мы также опиливаем. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы их не сломать. Еще раз обезжириваем ногтевую пластину для того, чтобы убрать пыль. И теперь будем выполнять моделирующий слой. Как я уже сказала, данный гель имеет среднюю консистенцию, за счет чего легко выравнивается по поверхности. Им будет достаточно легко работать, в том числе и новичку. Раскладываю в зоне около кутикулы, для того, чтобы не было отслоек, и свожу на себя. Сначала раскладываю материал и только затем его разравниваю кистью. Так получается быстрее, а чтобы сформировать продольную арку, переворачиваем ручку и формируем блик. Он будет нам подсказкой,
а ровной поверхности. Можно помочь себе тонкой кистью в зоне кутикулы. Во время выкладки опустите ноготь вниз для того, чтобы не было затеков на кутикулу, чтобы все выглядело красиво. Даже когда вы работаете в технике без поверхностного опила, случаются ситуации, при которой клиент поставил руку в лампу как-то криво и гель стек. Ненавижу этот момент. Приходится брать пилку и все-таки опиливать поверхность. И снова появляется эта пыль, которую я просто устала постоянно убирать при работе с этой моделью. Ну, что поделать, зато нас порадует результат. И под конец я еще увидела, что немного отличается длина, поэтому дополнительно ее подпилила. В общем, наша безопильная техника, как говорится, немного превратилась в опильную. И мы наконец-то с вами приступаем к дизайну. У меня в закромах был вот такой блестящий гель, который я уже мечтала использовать. Мне он напоминает снежок. На самом деле такие гели и самому можно смешать при помощи сухих блесток и прозрачной базы или геля. Кладу на свободный край и широкой кисточкой растушевываю до середины ногтя. Смотрим за крупными блестками, распределяем их, чтобы они не были сконцентрированы в одном месте. В зоне кутикулы буду наносить неоново-желтую базу. Она полупрозрачная, мне как раз нужен такой эффект. Так как база дает определенную толщину, до этого укрепления мы наносили более тонко. Немного выравниваем, растушевываем кистью для омбре, делаем плавный переход. Поскольку база легко распределяется, переход получается очень плавным. И выходит такой аквариумный эффект. Очень интересно разглядывать эти ногти, как под полупрозрачной желтенькой вуалью лежат такие красивые блестки. Перекрываю глянцевым топом в средний слой, так как блестки все-таки имеют некоторую выпуклость. Переворачиваем для разравнивания материала, ждем несколько секунд и отправляем на просушку в лампу. Это еще не все. Дополним эту красоту необычным френчем, а именно черной полосочкой. Для этого использую черную гель-краску без липкого слоя и тонкую кисть. Нам понадобится кисточка с длинным ворсом. Набираем небольшое количество материала и делаем плавную линию. Наш результат. Понравилось? Ставьте пальчик вверх. Мы исправили все ошибки, но для того, чтобы их не допускать, нужно сразу учиться грамотно выполнять маникюр. Ролики с другими преображениями смотрите тут. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!